Всем привет! Меня зовут Арина, я художница Рицарди, и в этом видео я сделала обзор на свой старый скетчбук, в котором я рисовала, когда мне было 15 лет. Ну и справедливости ради, я могу назвать это своим последним вообще блокнотом, за исключением вот этого. Тогда я уже начала рисовать в диджитал формате, и можно вообще легко отследить, как начался мой регресс. К слову, про свой путь я рассказывала вот в другом видео, там можно послушать много чего интересного. И здесь, получается, в 15 лет как раз-таки была моя прайм-эра. Не знаю, я тогда очень много рисовала, а самое главное, что я делала это достаточно осознанно, и это был как процесс обучения. То есть я рисовала не просто потому, что ой, ну это прикольно и можно расслабиться, а потому что я хочу дальше продвигаться. У этого видео будет немножко такое шакальное качество, но, во-первых, я хотела создать атмосферу, вот. А во-вторых, значит, что свет у меня вообще идет от ноутбука, и сейчас время 5:30 утра. Итак, во-первых, визуальная составляющая этого блокнота. Он был куплен в Праге. С тех пор я больше не была ни в одной европейской стране. Поэтому этот скетчбук по-больному. Я не знаю, я когда увидела этот блокнот, я вообще подумала, ого, так можно делать, так вот как-то интересно, необычно. Вот, здесь написано Прага. И цена 169. Вот, и знаете, конечно, что меня просто все поразило. Как вам такое? Как вам такое? Не, я до сих пор в шоке, я не знаю. Это вообще так. Что у нас здесь есть? Сразу смотрим. Это вам. Такая вот ЧБ открыточка. Это мне была подарена подружкой. Посмотрите. Итак, начинается все вот с такого вот наброска, и я точно помню, что мне очень не понравился этот купол, поэтому я решила вообще просто рандомно вырезать такой кусочек, и так и не приклеила. И это получается 24 января. Тоже такой набросочек. Так, что-то тут начинается. Ой, стоит сказать сразу, что это эпоха фильма «Союза спасения», декабристов. Я тогда еще на эту тему снимала тиктоки, очень много по ним рисовала. В общем, гиперфикс. Я не могу жить без гиперфиксации, не знаю. Это я пыталась, наверное, рисовать руки. К слову, до этого я хотя бы пыталась. Ой, это что-то, это такой тоже маленький набросок. Я, наверное, господи, по фильму «Оно» какая-то у меня была задумка. Кстати, странно, что именно в это время. Мне казалось, что это было раньше. Ой, ой-ой-ой. Начинается какая-то тут метафора, да? Угу. Смотрим. Так, это у нас тут Елизавета Петровна. Да, сразу вам скажу, что я в 15, или может быть мне здесь уже было 16, нет, 15, если это 20-й год. Первое, я люблю книжечки всякие, я люблю историю, я люблю рисование. В общем, это такой базовый этап в жизни подростка. Ой, это как раз-таки я была в Италии в 19 году, и мы были в музее, где я видела вживую портрет Рафаэля, автопортрет. Ну и, конечно, краш я там словила. Вот, люблю карандаш.
здесь лицо вышло неудачно. Я помню до сих пор, что мне и на момент уже создания работы, ну, вот этой маленького скетча, мне это лицо не понравилось. Вот, то есть, но я решила просто оставить. Вот и да, Николай I, как здесь написано. Ой. Ну, вот это вообще отдельная история. Просто я тогда очень сильно влюбилась. И эта влюбленность помогла мне написать стихи, другие тексты, рисовать, снимать какие-то видео. В общем, действительно послужила такой точкой для вот этого безумного вдохновения. Вот, это Сергей Муравьев «Апостол». На самом деле до сих пор люблю этот профиль, честно. Есть в нем какая-то легкость. Мы сейчас не будем говорить про как бы анатомичную штуку. Тут, конечно, вот эту часть надо было делать. Эта часть мне на самом деле нравится. Вот так вот. Вот так, кстати, лучше как будто бы. Ну да, с головой просто это. Ой, начинается аппликация. Я просто пыталась что-то сделать. Ну, это забавно работает. Тоже Николай I, которого сыграл Колесников. Вот, Иван Колесников. Ну, лицо, кстати, прикольное. Глаза, наверное. Ой, следующий у нас... Мне кажется, тоже это я рисую... нет, это, мне кажется, Пестель, Павел Пестель. Вот. Тоже люблю этот очень скетч. Вообще, в целом, красный, когда я его добавляю, такой он прикольненький. Вот. В целом, мне кажется, здесь я не могу как-то супер строго относиться к этим рисункам, потому что все-таки это, 15 лет, хотя сейчас, честно, у меня 20, прогресса нет такого, чтобы вот я могла им похвастаться. Но все-таки все это сделано с очень большой любовью и очень сильной гиперфиксацией. Вот. Ой, ну тут, кстати, я накосячила в этой работе, в этом портрете, но его лайкнул сам актер. И на тот момент, конечно, вообще... Да, блин, реально, это у меня prime era была, все. Дальше меньше, назад, сестры. Вот. По какому закону нас наказали? Высочайшая воля есть закон. О, вот это я прям как сейчас помню. Ну, кстати, вот здесь мне снова как бы это нравится, да, часть. Но здесь опять вот в плане анатомии куда-то этот череп ускакал. Ну ладно. Вот. Но мне кажется, кстати, вот этот похож. Просто и этот. Вот схожесть, как бы, я не скажу, что на 100% это похоже, но что-то хорошее есть. Да, и тут, конечно же, это все строчки из моего стихотворения. Вот, это я нашла какую-то старую газету. Это Кондратий Рылеев. Вот. Моя подпись. На тот момент, кстати, у меня вообще был другой ник, у меня даже не существовало вот этого слова Рицарти. Иван Янковский, вот, вспомнила так. Ой, это тоже из Союза спасения, ну, в целом это тоже из истории. Честно, я не помню сейчас фамилию, не назову. Но я помню, как сидела долго над вот этим портретом. И на тот момент, да, мне он очень нравился. Да и в целом сейчас, мне кажется, он такой хорошенький. Но знаете, что меня бесит? Я не могу с этим смириться до сих пор, что мне 20, и казалось бы, если я в 15 рисовала так, то сейчас я должна выдавать прям крутые академические портреты. Ничего подобного. Я это так-то не нарисую сейчас. Это актер, который сыграл Кондратия Рылеева, и это уже то ли его фотосессия, то ли это персонаж из другого фильма-сериала, вроде просто фотосессия. Такой вот он, хорошка. Мне очень нравится формат, что я реально на коленке просто снимаю этот обзор.
Так, ну что, это Павел I. Вот. А я не знаю, может, мне какой-то этот исторический экскурс. Что сказать про Павла I? Его убили во время дворцового переворота. А еще у него немножечко был такой сдвиг на дисциплину, особенно на военную дисциплину. Вот. Так, ну это я, соответственно, пыталась нарисовать Киллиана Мёрфи. Киллиан Мёрфи. Вот, и, видимо, у меня вот эта часть не получилась, но я поняла, что чуть-чуть похоже, поэтому появился такой вот черный квадрат Малевича. О, все, это у нас началась какая-то томная, томящаяся фаза, псевдоинтеллектуальная. Угу, понятно. Ну, это я, короче. Да. Такие вот штуки. Ой, это очень красивая фотография девушки, много кто ее рисовал, но меня на тот момент, я помню, что это не устроило. Ну, вот у меня лицо. Ой, ну, собственно, здесь я нарисовала себя, то самое стихотворение, строчки которого я разделила и, в общем-то, по всему блокноту разбросала. Да, вот это лето 21-го, здесь пошла уже какая-то стилизация. Меня забавляет, что вот это как бы тело в одну сторону направлено, здесь вообще оно развернуто по-другому. Ой, это бесы. Это тоже, конечно, отдельная история. Это уже тот же персонаж, но в такой стилизации. Посмотрите, как по-разному можно нарисовать одного и того же героя. Ой, ну это тут неудачная по меркам того периода работа. Снова тот же персонаж. И реально просто в тысячах вариаций. Ой, ну это, кстати, ничего так. Вот. Опять же, люблю карандаш. И мне нравится, что здесь такие как бы мелкие детали. Это вот когда ты сидишь и прям с такой внимательностью все это делаешь. Ну, Гоголь забавный, кстати. Ой, ну вот мне, кстати, нравится вот этот профиль. Прикольно. Блин, вот на самом деле, если сейчас такой главный символ моего творчества, наверное, звездочки, то тогда это карандаш и простой карандаш и красный карандаш. Вот. Во-первых, снова Гоголь. Так, это у нас, в общем-то, человек, исторический персонаж, да, который так и не явился на площадь, который должен всем руководить. В общем-то, это Трубецкой. И тоже, на самом деле, прикольный профиль, но мне кажется, да, тут чуть-чуть можно было бы вот так урезать голову, а так в целом симпатичный. Это он же. Ну, это уже мне не нравится. Ну, честно, я опять же могу вспомнить, что когда я это все нарисовала, на тот момент тоже я не была совсем довольна. Ой, это вообще иконик. Вот. Евгений Онегин. Мне здесь нравится Татьяна. Вот. Вот это... Вот мне кажется, вот это иконик прям, потому что я тогда, конечно, погрузилась в эти маленькие иллюстрации по книжным произведениям. Это Гоголь, «Мертвые души», собственно, это Чичиков. И вот те товарищи, на которых он свои махинации проводил. Леди Макбет Мценского уезда. Вот. Ой, опять пошли какие-то умные иллюстрации тут с этим. Ну, понятно, что здесь это как такой маленький эскиз, отражающий идею сделан. Так, вот Центральное управление император Всероссийский. Вот, делаем скрин, изучаем. Образовательный контент, слушайте. О как, Печорин.
И, блин, я забыла, честно, как. А, Грушницкий? Да, Грушницкий. Ой, боже ж ты мой. Это прям Римская империя. Какой там фильм был, я там прям эдиты делала по нему. Вообще. Они даже залетали, кстати. Снова у нас Петр Первый. Какие-то оттуда исторические справочки наводила я. Вот. Сергей Разумовский. Господи, сколько у меня тогда было этих вселенных, в которых я существовала. Еще одна вселенная. Движение вверх, вроде, да. Здесь был еще второй персонаж, но он, видимо, не получился. Тоже там. Ой, такие они, конечно. Так, ну тут что-то акварельное происходит. Вот. Ой, кстати, вот это до сих пор люблю. Это такая маленькая моя иллюстрация к произведению Моцарта и Сальери. Вот. Угу. Ой, это я. Вот такой вот коллажик я с собой сделала. Ну, посмотрели, проходим дальше. Итак, это тут опять какая-то стилизация пошла, лето 2021 года. Ну, это не очень хороший портрет. А, на тот момент я посмотрела фильм «Серебряные коньки», и у меня еще была одна гиперфиксация. Это сумасшествие какое-то. Мои 15 реально Римская империя. О, это забавные Fashion 2021. Такие карикатурные штуки. Вот. Это тоже неудачный профиль просто. Ой, господи, это я прям помню. Это была какая-то ночь или вечер. Все на меня нашло такое состояние философствования. Я прям была погружена в себя. Это вот... Ну, это заметно, да, вот по этому взгляду. Просто какой-то сайд-ай. Ой, это, короче, у меня была компания из подружек. Вот, как раз-таки это была, правда, отдельная эра, отдельный период в моей жизни. И вот такие смешные картинки я с ними рисовала. Так, давайте дальше. Вот такой вот молодой человек, улыбающийся или даже ухмыляющийся. Такая вот девушка. У меня как будто бы, кстати, прослеживается такой стилизация, не знаю. Уже и раньше реально рисовала лучше, чем сейчас. У меня просто какое-то отчаяние. Вот. Ну, вот ладно, это мы не будем обсуждать. Рисунок странный какой-то. Ой, это моя близкая подружка Лера, вид, дед, лето 2021. Вот, мне, кстати, очень нравится этот портрет до сих пор. Ну, это безусловно. Если что, кстати, просто это вот она. То есть из всей этой компании я как бы до сих пор общаюсь, дружу. Вот, только с ней. Так, давайте смотреть дальше. Причем, знаете, что самое интересное? Я это рисовала без вообще карандаша, как основа рисунка. То есть мне кажется, что вот эта работа, ну, не работа, вот этот маленький набросок, он получился очень похожим на оригинал. Я, правда, как-то уловила черты лица. Так, лето 2021 года, 28 июня. Вот, да, это снова я нарисовала ту самую компанию, в которой я была. Великолепные сланцы или тапочки. У меня столько планов. Как раз шаурму можно купить. Может, мы просто отдохнем. Я не против пофоткаться. Но тут, кстати, вот через вот эти вставочки текстовые прям хорошо передаются наши характеры. Ой, это эскизик к масштабной работе, ну, в моем представлении, которая, разумеется, так и не была реализована. Тоже вот такой вот эскиз с этими карандашами. На самом деле необычно выглядит, мне кажется.
Ой, это я. Вот. Мой автопортрет. Угадайте за 1 секунду, за 1 мгновение, что же это за произведение. Ой, я что-то рифмовать начала, господи. Это вот влияние скетчбука 15-летней меня. Ну, это, собственно, уже немножечко реалистичная более версия такая того же персонажа. Ну, это экранизация тут. Ой, обрубовочка. Понятно, что не без недочетов, но я и так сейчас не нарисую. Ребят, я просто... Это не обзор, а какая-то психологическая пытка. Мне, кстати, неиронично нравится эта картинка. Это, знаете, вот работа от пятна. То есть я буквально брала маркер, какой-то силуэт создавала, а сверху уже без, опять же, карандаша, без долгих каких-то попыток найти, как лучше нарисовать лицо, просто черной ручкой все делала. И поэтому, мне кажется, он классный, и в нем чувствуется какая-то свобода, легкость. Ой, ну это вот уже, да. Угу. Здесь, мне кажется, я уже устала. Это я, наверное, за 1 раз все эти пятна делала. Ой, вот это мы пропустим. Геншин не отпускает. Ой, ну это, кстати, такой интересный тоже персонаж. Вот. Это реально, это мой типаж. Такая вот девушка со скрипкой. Вот, кстати, этот портрет тоже, мне кажется, такой прикольный. Во всяком случае, мне нравятся глаза. Они как будто бы живыми получились. Вот. На тот момент я как раз прочитала книгу «Мы». И такая тоже упрощенная картинка, посвященная этому произведению. Снова тот же актер. Сережа Разумовский. Или Птица. Можно по-другому назвать. Ой, тоже такая быстренькая картинка. Но мне нравится сочетание цветов. Ну, здесь мне, честно, не нравится. Вот. Но я просто как бы это оставила. Но, кстати, у него забавное выражение лица. Меня прикалывает. Снова Раскольников. В общем-то, это все. Получается, в свои 15 я интересовалась историей, была в фандоме Союза Спасения, была в фандоме Майора Грома и в целом в фандоме вселенной Баббл. Очень много читала и любила литературу, и была во вселенной литературных произведений. Сама писала стихи, играла в Геншин, изучала анатомию и старалась рисовать реалистичные портреты. Что из этого я делаю сейчас, в свои 20, спустя 5 лет. Благодарю за просмотр. Я к психологу. Ладно, я вернулась, недалеко ушла. Вообще, если интересно, как я рисую сейчас, вы можете все увидеть в моем телеграм-канале. У меня давно существует группа ВКонтакте Рицарди. Это прям, знаете, такой архив работ. Ей, слушайте, лет, наверное, 6. То есть там прям, кому интересно, можно проследить, как менялись мои работы, менялся мой стиль. А в телеграм-канале я там, в общем-то, существую, обитаю, делюсь какими-то размышлениями. В общем-то, показываю не просто итоговую работу, но и весь творческий процесс,
Кстати, напишите вообще в комментариях, если вдруг у вас похожая ситуация происходила, то есть был какой-то регресс, как вы с ним справлялись, или как не справлялись, почему нет. Или же, если наоборот, тут есть гений, да, если вы действительно добились большого прогресса, поделитесь своим опытом, как так получилось, вот, что помогло. Мгм. Да. Все. Спасибо большое за просмотр и до встречи в следующих видео.